Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о вот такой наболевшей теме, как правда и мифы нумерологии. Что же за ней скрывается? Сегодня мы детально рассмотрим запросы, с которыми можно обратиться в нумерологию именно к циферкам нашим любимым, а какие запросы уже заблаговременно, уже проигрышны. Курс валюты, извините, он не скажет. Итак, поехали по списку. Во-первых, часто нумерологию отождествляют с астрологией. Но астрология это природа, планеты, звезды. Буду говорить простым языком. И это то, что вовне. То есть меня просили: Лена, нарисуй натальную карту. И сразу говорю, я не астролог, поэтому натальная карта — это совсем другая стезя. Что же дает нам нумерология? По нумерологии, кстати, мы берем только дату рождения. Мы не берем во сколько, в какое время суток родился, место рождения. Только дата рождения. И потому что день рождения принадлежит исключительно только человеку. Ни природе, ни окружающей среде. Цифры как раз показывают внутренний мир человека, то есть его стержень, его эмоции, его поведение, определенный настрой, переживания, таланты, способности. То есть все, что относится именно к личности самого конкретного человека. А это и есть внутренний мир. То есть нумерология позволяет понять самому человеку, кем он является, и дает ему мощный инструментарий для того, чтобы начать развивать в себе эти способности. Человек, который обращается уже к нумерологии, он уже способен взять знания, потому что он приходит с внутренней потребностью, что-то там нужно, не хватает чего-то, понимаете? Что-то узнать о себе, что где-то вот оно на плаву, где-то рядом, как истина. И самое важное — начать менять себя изнутри, менять свой образ жизни. Меняется свой образ жизни, меняется свое окружение, вплоть до подбирания тех людей в окружении, с которыми нам более комфортно и более полезно. То есть, соответственно, формируются у нас новые мысли. То есть, когда у человека новые мысли, он неизбежно трансформирует свою жизнь и получает то, к чему он стремится. Так, миф номер 2. Самый мой любимый. Вот часто с ним сталкиваются. Нумерология отождествляется с эзотерикой. Давайте начнем с понятия, что это такое эзотерика. Эзотерика — это тайные знания, которые никто никогда не видел. Вот кому-то там приснилось, кто-то грибов там поел, покурил, что они там с ними делают, употребил. И однажды вот так вот учителю, основателю, высшие силы пришли, снизошли и позволили взглянуть в эту, как говорится, истину последней инстанции. В общем, к эзотерике у меня скептическое отношение, я сразу скажу. То есть здесь акцент на субъективные знания, которые не проверишь. Я больше бы назвала это совпадением. А нумерология, тут мы четко знаем, что это расчет, это математика. Это не знание бабы Нюры и феи Агафьи и еже с ними. То есть расчет у нас идет по четким формулам. Складываем, вычитаем, делим, умножаем. То есть это голая математика. Далее включается филигранное мастерство интерпретации. То есть говорить на «ты» с цифрами может каждый. Учиться интерпретировать вы можете научиться со мной. Подписываемся на мой канал. Кстати, вы напишите в комментариях, может, вас как раз в следующее видео мы и разберем. То есть какие вопросы появляются, пишем. Обязательно отвечу. По тонкостям разбора
характеристик и интерпретации цифр как раз буду выкладывать в следующих видео, поэтому не забываем их, не пропускаем. И если там вопросы будут возникать, спрашиваем, мы будем вместе разбираться. Параллельно телефон падает. Следующий миф. Нумерология отождествляется с предсказанием. И опять же, друзья, давайте разберемся, что есть у нас предсказание. То есть предсказание – это конкретное событие, которое произойдет в тот или иной момент, в конкретную дату. То есть это такая судьба, жесткая судьба. Жесткая судьба, от которой сложно будет уклониться. Цифры воспринимайте исключительно как предзнамение, как предсказание. И тем самым вы очень сильно ограничиваете себя в свободе выбора. Кстати, вот яркий пример. Бабкина Надежда. И как зовут? По-моему, Роза. Роза. В общем, она без этого нумеролога, без прогноза на улицу не выйдет. Вот каждый день ему прописать вот от и до. Как смотрела интервью, это жесть. Это перенесение ответственности себя за свои события на другого человека. Элементарно. Нумерология дает свободу выбора. То есть мой прогноз, который я каждый день делаю, это тенденция. Как прогноз погоды. К примеру, завтра будет снег. Это не означает, что вам завтра кирпич упадет на голову. В чем может помочь нумерология? Вот давайте сейчас поговорим именно об таких моментиках. Она может раскрыть потенциал личности, раскрыть глаза человеку на самого себя, сказать, какие качества его личности представлены в очень сильном таком виде, а такие отсутствуют. Совсем отсутствуют. Такие есть. А зная свои плюсы и минусы, вы всегда сможете грамотно использовать это в своих целях. Ну, либо действовать по-хитрому. Возглавить свои самые сильные стороны, самые сильные качества. Еще плюсы. Мы узнаем не только себя, мы узнаем свое окружение. Чего ожидать от этого окружения? Зная эти тонкости, можем использовать их в построении карьеры. У каждого человека встает вопрос о профессиональном выборе. И тут нумерология может помочь. То есть знаете, чем вы владеете, вы уже не пойдете туда, к чему у вас нет предрасположенности. То есть у вас есть самостоятельный выбор. Не слушать окружающих советов, что иди туда, там будет хорошо, а у тебя совсем к этому не лежит. Прям совсем. Вот взять, к примеру, меня. Я 9 лет отработала в банке. Я финансист, банкир бывший. Тоже, казалось бы, с цифрами, но это совсем другое направление. Другое направление, чем я сейчас занимаюсь. Даже с учетом, что я не только нумерологией занимаюсь, но в 80% я бесила все свое руководство. Меня бесил этот 8-часовой рабочий день. Я опаздывала. Я там в документах от себя чему себя добавляла. Я знаю сейчас свои цифры, последние 5 лет. До меня дошло, откуда это. Если бы я знала свои характеристики, к примеру, после школы, я вряд ли бы пошла, кстати, в финансовый институт, на финансы и кредит. Опять же, опыт. Так, есть еще одна такая терминология, я сухой терминологии не буду тут добивать, как родовые кармы. Ну, звучит это громко, но я предпочитаю больше акцентировать на причинно-следственной связи. Иногда можно заметить, что происходит копирование достоинств, к сожалению, и недостатков первых членов семьи другими. Обычно это от родителей к детям.
иногда более глубинный, там, через поколение. Бывает такое. И это даже в нумерологии можно увидеть и где-то скорректировать. То есть почему дети повторяют жизненный путь своих предков вплоть под копирку? Ответы как раз нумерология на эти вопросы может дать. Ну и мое любимое, последнее, это составление прогнозов на день, которым я радую вас уже раз, два, три, месяца 4, наверное. Да? Давайте разберемся. Прогнозы, они не дают предсказаний событий. Вспоминаем наш кирпич на голову. Не даст он информацию о том, что там сосулька упадет где-то. Цифры говорят, что именно в этом дне есть, какие тенденции, какова энергетика, каков потенциал дня. То есть если человек пойдет в положительное, раскрытие дня, он получит тот результат. А если он пойдет в отрицательный сценарий этого дня, то что бы он ни сделал, он сам себе задает негативную программу этого дня, программу действий. То есть, зная об этом, мы можем контролировать свои эмоции, свое поведение. И, наверное, еще последний момент, в чем цифры не помогут нам вообще никак. Мы уже разобрались. Нумерология не предсказывает. Она не подскажет, с какой ноги вы завтра встанете. Запнетесь ли на лестнице. Когда, сколько детей у вас будет. Когда эти дети будут. Когда вы выйдете замуж. И так далее по этому списку. То есть в цифрах нужна только конкретика. Эта конкретика только в вашей власти. И не нужно ее перенаправлять на кого-то другого. Вопросы должны быть конкретными и направлены на перспективу. К примеру. В чем причина того, что у меня не получается? Или как мне добиться того-то, того-то, того-то? То есть вопросы, определяющие вашу мотивацию. Причины удач, падений. Соответственно, мы выходим на новый уровень в жизни. И в завершении. Если вам полезно было это видео, ставим лайки, подписываемся, ставим колокольчик и жду вас к себе на консультацию. Все, пока!